Как-то раз Амир, обычный житель Стамбула, спустился в метро, чтобы поехать на работу. Вообще-то он предпочитал ездить на машине, но как раз незадолго до этого его автомобиль сломался. В автосервисе, куда обратился мужчина, сказали, ремонт займет несколько дней. «А побыстрее никак нельзя?» – уточнил автовладелец. «К сожалению, нет. Но, как только все будет готово, мы вам обязательно сообщим». Вот и пришлось Амиру воспользоваться общественным транспортом. Хочешь не хочешь, а на работу ездить надо. Трястись в автобусах ему не хотелось, а такси удовольствие не из дешевых. Поэтому он и выбрал метро. Да, в Стамбуле действительно есть метро, хотя в приморских городах этого вида транспорта чаще всего нет. Утро не предвещало ничего необычного, но внезапно мужчина заметил на платформе собаку, которая привлекла его внимание. Казалось бы, что странного? Может, это питомец кого-то из пассажиров. Но ошейника у собаки не было, и любви к кому-то из попутчиков Амира она не проявляла, просто сидела и ждала. Особого внимания на нее никто не обращал. Как только поезд остановился и двери открылись, собака сразу же запрыгнула в вагон. Вслед за ней вошел и Амир. «Странное животное», – размышлял он. «Если она бездомная, с чего бы ей ездить на поездах?» И тут турок обнаружил, что потерял собаку из виду. Он решил найти ее и помочь, но поезд приехал на его станцию. Пришлось Амиру выйти из вагона и идти на работу. «Да сдалась тебе эта собака», — сказали один из коллег мужчины, которому он рассказал эту историю. «Нравится ей ездить на метро, пусть ездит. Мало ли животных в транспорте катается. А если она кого-то покусает?» — возразил другой. «Мне лично кажется, что у нее с головой не все в порядке. И у тех, кто ее в метро пропустил, тоже. Нормальные собаки без хозяев не ездят. Усыпить ее надо, и все дела», — добавил третий. «Я думаю, что она хотела найти себе пищу», — ответил Амир. Вот и залезла в поезд. Скорее всего, я больше ее не увижу. Но наш герой ошибался. На следующий день он опять увидел эту же собаку. А потом еще и еще. «Что происходит?» – разводил руками мужчина. Она потерялась. Ее выгнали из дома. И однажды Амир увидел, как какой-то мужчина вытолкнул собаку из поезда и заорал: «Пошла прочь, блохастая псина!» «Почему ее не убьют?» – спросил его товарищ. «Нечего всяким шавкам по метро шляться». Амир хотел заступиться, но было уже поздно, двери поезда закрылись, и он отошел от станции. А бедная собака так и осталась лежать на платформе. Вела она себя довольно странно, ни к кому не подходила, за поездом не бежала, вслед обидчикам не лаяла, а просто ждала следующий состав. На следующий день Амир явился на станцию с собачьим кормом. К счастью, путешественница была на месте, и наш герой ее угостил. Та радостно виляла хвостом, благодаря его, а сам мужчина думал: «Я обязательно разгадаю твою тайну». Когда же он приехал на работу, ему позвонили из автосервиса и сказали: «Ваша машина отремонтирована, можете ее забирать». Но Амир решил подождать. В течение нескольких дней он продолжал ездить на метро, собака по-прежнему была на месте. Поезд приехал, она зашла, какое-то время проехала и вышла. Тщательно обдумав все происходящее, Амир связался с властями и рассказал о собаке. Ему посоветовали обратиться в приют для животных, что наш герой и сделал. Сотрудники приюта были в шоке. Собака ездит на метро. Одна, без хозяев? Надо ее поймать и отдать в семью. А то мало ли, вдруг ее какой-то нехороший человек обидит или вообще убьет. Стали ловить. Однако в руки путешественницы не давалось. Тогда один из сотрудников приюта вызвался за ней проследить и вскоре доложил начальству: это вовсе не собака, а пес. Его зовут Баджи. Почему Баджи? Если я правильно понял, в честь площади, на которой расположена одна из станций метро. Там его видели чаще всего. И путешествует он не только на поездах, но и на других видах транспорта. Например, на пароме. И на автобусе? И на автобусе.
Он пес умный, правила общественного транспорта хорошо знает. Откуда? Удивилось начальство. Собаки ведь читать не умеют. И в школы не ходят. Ему просто негде было научиться правилам поведения в общественном транспорте. Хотелось бы знать. Но, во всяком случае, он никогда не зайдет в поезд или в автобус, пока оттуда не вышли все пассажиры. Находятся, правда, те, кто пытается его прогнать, но и заступников у него хватает. В конце концов Баджи поймали и отправили к ветеринару. Он явно раньше был домашним, сказал врач после обследования. Все осмотры прошел и даже был стерилизован. Я хотел сказать, кастрирован. А что теперь с ним делать? Думаю, надо отпустить его на волю. С людьми он явно жить не хочет. Как отпустить? А если его кто-то обидит? Или убьет? Я думаю, он себя в обиду не даст. Да и среди людей найдутся те, кто его защитит. Не переживайте, этот пес не пропадет. На том и порешили. Баджи отпустили на волю, и он продолжил свои поездки. С той поры за псом начал следить весь Стамбул. Одни его кормили, другие гладили, а третьи писали в соцсетях, где он появился. В итоге необычным путешественником заинтересовалась не только Турция, но и вообще весь мир. Однажды в Стамбул приехал американский фотограф Крис Макград. «Я прочитал в Твиттере про вашего Баджи и хотел бы на него посмотреть», сказал он представителям властей. «Да сколько угодно», ответили ему. Фотограф нашел пса и целый день следил за ним. Баджи путешествовал то в метро, то на пароме, то в автобусе. А попутчики, видя его, радовались и даже улыбались. «Невероятно!» — восхищался Крис. «Это необычный пес, он как будто знает, куда ему надо идти». «А так оно и есть», — сказал ему один из руководителей стамбульского метро. Баджи действительно знает, куда идти. В ходе наблюдения Крис выяснил, пес всегда садится рядом с двигателями автобусов или автомобилей. Попытка понять, откуда у необычного путешественника взялась такая экстравагантная привычка, привела американца к следующему выводу. Скорее всего, ему нравится вибрация. Вот он и садится поближе к ее источнику, двигателям, колесам. А Баджи продолжал путешествовать. Он проезжал не меньше 20 миль в день. Если же его выгоняли, он спокойно ждал следующий поезд или автобус. Один раз пес даже съездил на Принцевы острова, на пароме, конечно. Путь туда и обратно занял у него целый час. Как он находит еду? Удивлялся фотограф. Это несложно, объяснили ему. Наши власти уже давно проводят программу помощи бездомным животным. Так что они легко могут найти еду и воду в специально отведенных для этого местах. Однажды Баджи зашел в ресторан, и двое мужчин стали кричать на него: «Убирайся прочь! Не хватало еще, чтобы ты кого-нибудь покусал. Лучше бы тебя пристрелили. Куда смотрит наше руководство? Зачем кормить бездомных животных? Надо их всех поубивать, и точка». Были ли это те мужчины, которые выгнали пса из поезда на глазах Амира, или какие-то другие, неизвестно. Во всяком случае, Баджи, услышав их крики, покинул ресторан. А кто-то из посетителей начал кричать уже на самих обидчиков пса: «Да вы что, охренели, что ли? Это же Баджи! Не прогоняйте его!» Как отреагировали те двое, Крис, который был свидетелем произошедшего, не рассказал. А городские власти взяли заботу о псе на себя. На одной из станций метро для него построили небольшую конуру, пса регулярно водят к ветеринару для осмотров и плановых уколов. В Твиттере завели для него аккаунт, на который подписано более 100 тысяч человек. В большинстве своем это жители Стамбула, которые пса прекрасно знают. Сам же Баджи продолжает путешествовать на общественном транспорте и радовать попутчиков. Вот такая интересная жизнь у бездомного пса.